Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня предлагаю вам немножечко пошалить и побывать у меня в кабинете, послушать, о чем я разговариваю с клиентами и какие, в принципе, у меня веселые девчонки. Небольшая предыстория. На второй руке этой клиентки у нас вчерашние черные ноготочки. Сегодня мы красим розовым. Розовый выбрала клиентка сама. Из всей палитры она выбрала именно этот оттенок. Так вот, давайте послушаем, о чем речь. Лепка разная есть, разных цветов? Да. Синие цветы сюда. Нет. Почему? Почему тебе такое сочетание цветов Не знаю. взбрело? Объясни мне, пожалуйста. Синие цветы. Не знаю почему. Фиолетовый? Нет. А какие? Беленький. А, беленький? Да. Я думала, тут будет у нас энергетический взрыв. Нет. Держи себя в руках. Сушить надо. Охренеть. О, ты видела? Нет. Цвет вообще... Кто ж тебе такой красивый цвет накрасила? Слушай, это вообще просто трешак. И у меня такого не было никогда еще цвета. Охренеть. Ты видел? Тебе много, знаешь, чего никогда не было? Чё? О, божечки, нифига себе. Ну, он кайфовый. Он офигенский, но это просто жесть. Это прям вообще жесть. Это жесткая жесть. Почему Офигеть. это жесткая жесть? Потому что у меня никогда... Я, ну, вот знаешь, Слушай, никогда не была там, я не знаю, например, Эмо. грубо лысой, да? И тут ты такая, оба-на! Ну, и тебе нравится, прикинь? Итак, номерочек столь потрясающего цвета, конечно же, оставлю вам в описании, ищите там. Мы же тем временем переходим с вами к дизайну. В данном случае у нас с вами задумывалась, ну, как бы вы слышали, лепка у нас задумывалась. Чем все закончится, вы увидите в конце ролика, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами, потому что результат будет довольно-таки неожиданным. Итак, в качестве дополнения к будущей подразумевающейся лепке мы выбрали вот такие вот вензеля. Ну как мы? Я выбрала. Клиентка сидит, восхищается цветом, я и втихаря по шурику рисую вензелюшки. Вензелюшки у нас получились просто потрясающие. Вот эта техника вензелей, она сама по себе... Ну, просто безумная. Эта техника входит у нас в онлайн-курс вензелей. Кстати, кто проходил онлайн-курс, тот сразу же знает, как это все рисовать. Кто не проходил онлайн-курс, я вам сейчас расскажу, и вы тоже сможете это сделать. Итак, в цвет, в тот потрясающий цвет, которым у нас были покрыты ноготочки, я подмешала немножечко белого оттенка, получила цвет посветлее. Именно этим цветом я прорисовываю первый уровень вензелей. На втором уровне вензелей я сделала цвет еще светлее и прорисовываю вензелюшки потоньше, чем предыдущие. Если мне вдруг где-то что-то рисовать неудобно, я поворачиваю ручку клиента в ту сторону, в которую мне необходимо, и продолжаю рисовать. То есть, когда кто-то в видео крутит типсы на 180 градусов, и кто-то ему говорит, что так делать нельзя, руку клиента ты не повернешь, к сожалению, кто говорит именно эту фразу, он не прав, потому что рука клиента поворачивается на 360, все рисовать очень удобно, все замечательно, все крутится, клиент при этом уходит с целыми руками и не испытывает совершенно никакого дискомфорта.
Третьим слоем вензелюшек мы берем чисто белую красочку и уже совсем-совсем тонюсенько, буквально капельками, буквально совсем немножечко, проводим еще уровень вензелюшек. Смотрите, какой получается восхитительный объем. Просто замечательно, очень круто выглядит, потрясающе красиво, в общем, слов нет, эпитетов, клиентка здесь у меня уже прыгает на стуле. К сожалению, возможно, у вас там где-то на заднем плане дрыкает перфоратор, у меня идет ремонт, никуда от этого не денешься, к сожалению, у нас будут звуковые помехи. Итак, мельчим. Чем мельче мы сделаем все вот эти элементы, тем изящнее будет вся наша конструкция в целом. Получается, что мы каждый слой делаем мельче, мельче и мельче, в меньшем объеме, и у нас получаются безумно красивые резные вот такие вензелечки. Если же вам где-то неудобно подлезть под какую-то сторону ноготочка, вы можете смело переворачивать руку клиента, клиент при этом никаких болевых ощущений не испытывает. Поэтому крутите руку, поворачивайте как вам удобно, заваливайте пальчик, чтобы не ломать руки себе, ломайте руку клиенту. Итак, как вы уже слышали, мы на этих пальчиках подразумевали лепку, но что-то пошло не так. Вместо лепки у нас сегодня будет китайка. Итак, в технике китайской росписи прорисовываем цветочек, и вот здесь все-таки нужно было, наверное, прислушаться к клиентке и сделать цветочки синие или сиреневые. Ну, синие нет, а вот сиреневые, наверное, было бы очень даже хорошо, потому что вот этот вот красно-коричневый оттенок, я думала, он будет смотреться более монохромно, но он все-таки из другой цветовой гаммы, и он сильно выбивает. Вот этот коричневый цвет по итогу мне в данной работе не понравился. В технике китайской росписи прорисовываем трехуровневый цветочек, украшаем серединку стразами, перекрываем матовым финишем, и на этом, собственно говоря, наши ноготочки готовы полностью. Клиентка довольна, я довольна. В качестве дополнительных акцентов после перекрытия финишем пробежались совсем немножечко белой красочкой для того, чтобы подчеркнуть самые яркие места. Ну что, девочки, давайте поговорим с вами о том, как ваши клиенты реагируют на дизайн. Есть ли у вас девочки, которые начинают сразу вас нахваливать? Или ваши клиенты сидят спокойно, потом пишут вам приятные какие-то комментарии в Инстаграм или в личные сообщения? Или просто каким образом выражают свой восторг? Вот мне интересно, потому что мои, какие-то все одинаковые у меня клиенты, они все пищат, визжат, прыгают на стуле. Больше, в принципе, ничего не делают.
Вы часто у меня просили, чтобы я в конце вам показывала, как выглядят две руки вместе. Так вот, сегодня именно этот случай, когда можно посмотреть, как здорово смотрятся обе руки на этом человеке в одном месте и одновременно. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вам было полезно. Вы узнали для себя что-то новенькое. Будете применять это в своей работе. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк этому ролику. Всем до новых встреч. Пока!